Всем привет, с вами Артем. Сегодня ради спортивного интереса проведем небольшой тест-эксперимент работы технологии Smart Access Memory SAM или Resizable Bar. AMD и Nvidia называют ее по-разному, но суть одна. Посредством шины PCI-Express дать процессору доступ ко всему объему графической памяти, а не только к части в размере 256 МБ, как было ранее. По заявлению производителя видеокарт, это дает небольшой прирост производительности в играх. Как вы уже поняли, проверять будем на базе AMD, на не совсем подходящих комплектующих. По заявлению производителя, минимальные технические характеристики ПК должны быть такими: процессор Ryzen 3000 серии, 500 чипсет материнской платы и видеокарта RX 5000 серии. Но мы были бы не мы, если бы тестировали на поддерживаемом железе. В нашем случае центральный процессор Ryzen 7 2700, плата Asus Prime B350 и видеокарта Sapphire RX 5700 XT. Стоит добавить, что производитель платы добавил поддержку Resizable Bar с данным чипсетом. У меня, к сожалению, на данном этапе нет возможности проверить, на какой версии заработает PCI-Express при установке процессора с поддержкой PCI-Express 4.0. Но логично, если это будет именно четвертая версия. Подскажите в комментариях на B350 чипсете с соответствующим процессором, у кого какая версия PCI-Express. Если действительно только третья, значит данный функционал она также поддерживает. На платах от Asus все включается одним кликом. При этом напомню, если ваша система не работает в EFI режиме, то после активации отключается совместимость с CSM и плата не будет видеть загрузочную область данной операционной системы. Перевести систему в EFI режим можно только если ваш накопитель имеет GPT разделы. Как конвертировать MBR в GPT с сохранением текущей AES и данных, есть видеоинструкция на канале, оставлю ссылку в описании и подсказках. Первый запуск после активации SAM система попросит перезапустить ПК, так как изменилось оборудование. После всего этого GPU-Z рапортует нам, что Resizable Bar включен, адреналин в строчке Smart Access Memory также пишет, что режим включен, и можно убедиться в активации еще в свойствах драйвера видеокарты. Во вкладке «Ресурсы» появится строчка «Большой диапазон памяти». Но вступление немножко затянулось, погнали уже к самим играм. В Альгале у нас настройки максимальные, средняя частота по бенчмарку 85/96, прирост очень хороший. Можно заметить, что с технологией SAM видеопамяти зарезервировано поболее. Напомню, что для захвата видео используется устройство захвата на отдельном компьютере, а результаты на диаграммах это уже полностью чистый прогон бенчмарка FPS без экранного оверлея. Он в некоторых случаях, не везде, тоже берет на себе пару кадров. Контроль, настройки максимальные, средняя частота кадров 99/100. Ну хорошо, что не меньше. Зарезервирована видеопамять уже практически одинаково, но все же SAM немного поболее. Но в целом это на скорость не повлияло. По поводу поддерживаемых игр, когда был интерес к данной технологии, Nvidia в 2021 году предоставила список этих самых игр. После так ничего и не изменилось. Сейчас вообще глухо по SAM Resizable Bar. AMD на сайте форсит в демонстрациях графики с Forza Horizon 5, Borderlands 3 и Horizon Zero Dawn. Borderlands 3. Настройки ультра, и это не максимальные. Средняя частота кадров 93/102. Результат достойный. По тенденции видно, что если прирост хороший, то и зарезервировано видеопамяти немного больше. Также и процессор немного более загружен. В данном ролике я не использовал отдельные диаграммы каждой игре, но при сравнении на общих диаграммах там варьируются минимальный и максимальный FPS тоже. В конце видео на это можно посмотреть. Watch Dogs Legion, настройки ультра, средняя частота кадров 66/65. В целом можно сказать, что паритет на уровне погрешности. Тут я ожидал прирост, но не сошлось. В данной игре хотелось бы озвучить небольшое наблюдение по поводу зарезервированного объема видеопамяти. При выборе настроек он один, а по факту совсем другие показатели. Конечный результативный график видеопамяти в бенчмарке показывает, что на ультра настройках видеопамяти нужно минимум 10 ГБ. Снижал настройки на очень высокие, после на высокий, и уже на последних 8 ГБ видеопамяти стало достаточно.
Но при этом уже серьезно возрастает нагрузка на процессор. То есть проекту на ультрах желательно иметь 12 ГБ видеопамяти и ЦП с приличной производительностью. Starfield. Настройки графики пресет высокие, динамическое разрешение отключено. Средняя частота по представленному отрезку 46 на 48. Тут уже решать каждому, в данном проекте это победа или погрешность. Очень нестабильная игра. Бенчмарк FPS фиксирует одно, а оверлей видео показывает другое. Короче, одним словом, свистопляска еще та. Но на закуску игра записана на жесткий диск и далеко не медленный, с хорошим кэшем. Соответственно, фриз может выскочить и запороть тест в любой момент. Киберпанк. Настройки пресет Ультра, включая в него FSR, качество. Средняя частота по бенчмарку 69 на 72. На общих диаграммах уже посмотрите, что и минимум, и максимум подтянулись. Некоторые пишут, что у них результаты с данной картой выше и так далее. Полученные мной результаты в рамках представленного железа. С RX 5700 XT поставить процессор с частотой 5 ГГц, и результат на выходе будет уже совсем другим. И это также работает и в другую сторону, с менее частотным процессором, чем в моем конфиге, но, как правило, со вторым вариантом никто в комментах не хвастается. The Last of Us. Настройки высокие, средняя частота по представленному отрезку 66 на 66. Тут, к сожалению, ничего не обломилось, но при этом АЗУ и видеопамяти мы кушаем поболее. Forza. Настройки ультра, средняя частота кадров 69 на 82, а тут уже нехило обломилась по производительности. В данной игре 8 ГБ все-таки маловато видеопамяти. Ситуация аналогична с Watch Dogs Legion. В процессе игры будет выскакивать плашка о нехватке ресурсов. A Plague Tale Requiem. Настройки ультра, разрешение баланс. Средняя частота кадра по отрезку 61 на 61. Тут стоит добавить спасибо, что не меньше. Remnant 2. Настройки высокие, FSR качество. Средняя частота кадров 74 на 76. Как-то так. Если опираться исключительно на оверлей, то заметно, что все-таки поболее производительность сам. Обитель зла 4. Настройки условно очень высокие, не превышающие 8 ГБ видеопамяти. Но как мы знаем, то, что показывается по использованию в настройках и по факту, может кардинально отличаться. Но в нашем случае на данном отрезке проект крутится на 6-7 гигабайтах. Вот такие получились результаты, и хочу подчеркнуть, что комплектующий кроме видеокарты не входит в заявленные характеристики под сам. И судить по данному тесту работоспособность технологии не стоит. Это был своеобразный спортивный интерес. Но при этом прирост есть. Да, далеко не везде, но он есть. И главное, в тестированных играх нет провала производительности, хотя ходят слухи, наоборот, в отдельных играх происходит дроп кадров, да еще и синька вдогонку прилетает. Пользуюсь сам уже около месяца, и проблем не было от слова вообще. Решил оставить на постоянку. Прирост где-нигде есть, а функция кушать не просит. Напишите в комментариях свои истории с использованием Smart Access Memory или Resizable Bar, интересно будет почитать, какое ваше было первое знакомство и что в результате по приросту или наоборот получилось. Ну и в целом не забываем делиться о впечатлениях от увиденного. Ну а я потихоньку откланиваюсь, огромное спасибо за внимание, с вами был Артем, всем мира и добра.